Автомобиль красивый, мягкий, комфортный, динамичный. Именно на этом поколении уже начались жалобы на скрипы, сверчки в салоне. С этим автомобиль становится более мягким, более комфортным. Там были бы уже удары, как на рельсах, машина уже подпрыгивала бы, как отбойный молоток работала бы. Больше всего споров возникает из-за двигателей. И береза прилипла к Peugeot. Приветствую, ребят! Вы на канале Юра. Сегодня речь пойдет о концерне, которым я могу разговаривать бесконечно. Но, разумеется, ВАГ, Audi A4, B8 поколения. Идем по нарастающей. Было B5, B6, B7 недавно себе купил. Покупка, обзор, история обслуживания. Все мы будем снимать, все будет на канале. Так что ссылка в описании. Автомобиль построен на платформе MLP, так же как и Audi A5. A5 было на канале. И недостаток автомобиля в том, что в рестайлинге, как мы всегда подсознательно понимаем, что рестайлинг значит новая внешность, что-то изменилось в салоне. Самое главное, уже движки либо доработаны, то есть увеличена мощность, крутяшка, либо заменены. Здесь произошел казус в том, что двигатели вышли уже Gen 3 модификации в 2013 году. А рестайловая морда в 2012. То есть, покупая рестайлинговый автомобиль, нужно дотошно изучать год выпуска и какой именно двигатель в автомобиле установлен, индекс двигателя. Но на ВАГе это не так сложно проверить, но тем не менее уже такие подводные камни, некоторые сомнения возникают, тем не менее. Автомобиль был представлен в сентябре 2007 года в седане, универсал в марте 2008. И официально все автомобили идут 2008 годом. В теории есть конец 7-го, но в основном все они идут 2008 годом. Автомобиль стал больше предшественника, это естественно. Он стал шире, стал длиннее, колесную базу увеличили на 16 сантиметров. Не длину автомобиля, а колесную базу. Общая длина увеличилась на 11,7 сантиметров. Колесную базу увеличили за счет того, что передняя ось пододвинулась ближе к переднему бамперу, задняя, соответственно, к заднему. Таким образом, увеличилась колесная база. И, разумеется, в связи с этим автомобиль становится более мягким, более комфортным. И он комфортный еще за счет того, что здесь стоят 16-е катки и стоковый клиренс, никаких 17-х, 18-х, которые будут, несомненно, красивее, но бесспорно жестче. И ваша спина это почувствует. Долго можно спорить, что дизайнеры упустили, что не доработали, что можно немного изменить, автомобиль станет красивее и лучше. А вот у BMW так, у Mercedes красивее так исполнено. Я скажу так, я фанат ВАГа, здесь все идеально, как по мне. И BMW, и Mercedes проигрывают и по дизайну, и по комфорту, по всем, потому что это ВАГ. Все. Автомобиль круче выглядит, чем предшественник, более современно, разумеется, но передняя часть автомобиля – это, конечно, спорный вопрос, давайте спорить в комментах. Так немного скучно, как будто машина обиделась, так надулась, так расстроена такая немного. Задняя часть бесспорно топовая, здесь пятерка с плюсом по дизайну, потому что, на мой взгляд, здесь нет вообще никаких недостатков. Все хорошо продумано. Нет там недостатка некрасиво оформленного фонари, нет фонари. Задние прекрасно смотрятся, все отлично спланировано, сконструировано. Я не вижу здесь особых недостатков, на мой взгляд. И спорный вопрос, я говорил на B7, что B7 красивее в универсале, насчет B8 уже неизвестно. Она в седане красиво смотрится. Рестайлинговая версия вышла в 2011, в конце 2011, начале 2012 года. Как, в принципе, Audi A5. То же самое. В рестайлинге изменилась внешность, стала больше похожа на B7, на мой взгляд. Единственное, у B7 фара углублялась ближе к внутреннему краю, а у рестайлинговой B8 фара уже больше на наружный край увеличилась в ширине. Но, на мой взгляд, рестайлинговая морда больше похожа на B7 морду. По ходовой спереди рычаги, а не макферсон, как у большинства D-класса. Сзади многорычажка. Поэтому без преувеличения это один из самых комфортных автомобилей в D-классе. Ну, еще тройка BMW, C-шка Mercedes. Но у нас еще
Доп Quattro здесь, ребят, кватруха, старый добрый Торсон. Не надо путать с Volkswagen Шкодой, там где поперек установлен двигатель и через муфту Haldex задняя ось подключается. Здесь постоянный полный привод. Позже, конечно, в 2016 году уже пошла Quattro Ultra, там где уже две муфты, одна на кардане, вторая на заднем дифференциале, которая размыкает приводы задних колес, колеса крутятся самокатом, а первая муфта отключает карданный вал. Соответственно, кардан во время движения не крутится. Ну, конечно, в доли секунды это все подключается, но это уже не то. Здесь еще олдскульно. Старый добрый Торсон. По ценам на эти автомобили цена начинается, ну, дорестовые, рестовые, я все смотрел. Не очень много автомобилей продается, но цена начинается 9400, 9600, 9850 и пошли наверх. 10650, 10800, 17 уже рестовые, там от 14-15 начинаются первые рестовые и последние дорестовые. Ну, короче, от 9,5 до 20. Есть, конечно, ценители, фанаты, которые за 20 перейдут, которые якобы все в идеале, все в родном окрасе, минимальный пробег. Но это уже отдельные случаи. Больше всего споров возникает из-за двигателей. У нас 2-литровый TFSI, Gen 2 модификации. Как отличить Gen 2 от Gen 3 по фазорегулятору? Здесь один фазик на впускном валу. На Gen 3 уже на обоих валах фазорегулятор установлен. Я-то подробно рассказывал на Audi A6 C7. Кому интересно, можете зайти посмотреть. Там почти 40 минут видео получилось. Отличие 2-литровых двигателей, 3-литровых TFSI. По всем двигателям там прошелся. Кому интересна эта тема, зайдите там и посмотрите. Там подробно все рассказывал. 211 лошадей при 4300-6000 оборотов, 350 крутяшки с 1,5 до 4200. Отличный момент, полка момента, как и должна быть у любого турбодвигателя. Момент снизу максимальный. Поршень 82,5 на 92,8, степень сжатия 9,6. Блок чугунный, 16-клапанная алюминиевая ГБЦ, привод цепной ГРМ. Поэтому цепи растягиваются, да, это все нужно менять. Натяжитель, когда грохот на холодную, это неспроста, это значит повод задуматься. Жор масла, свечи, катушки, помпа. Но насчет поршневой. Поршневую поменяли в конце 2011 года, после 7 месяца, то есть после июля, другая поршневая, другие поршни, другие кольца. Наша машина именно 7 месяца, поэтому здесь еще спорно, то или это установлено, но после 7 месяца, конец 2011 года, вот как А6 было 2012 года, там уже другие поршни, другие кольца, там жор масла меньше. Можно сделать как на Супербе 2, владелец это снимал Супер 2 Шкоду, там 1.8, правда, но тоже жор известен. Владелец поменял кольца, там стояли уже поршни от Gen 3 модификации, он заменил кольца, поставил самые толстые и масложор ушел. То же самое можно сделать и здесь. Здесь жор масла литр на 7500 километров. Здесь масло меняется от 6,5 до 7,5, как я примерно также в своей машине меняю. И на этот диапазон, если в городском цикле немного по трассе, вот литр, может 1,5. Если топить 160-180, то за эти 7500 жор масла возрастает до 2-2,5 литров. Может, если уже прям топить и хорошо, и летом, особенно когда температурные нагрузки, перегревы, вот это все тогда и происходит. В остальном двигатель неплох. Gen 3 якобы лучше, потому что меньше расход масла. Там якобы уже расхода жора масла нету. Ну, на новых, а дальше уже якобы появлялся с пробегом, с износом. Тем не менее, но там уже алюминиевые блоки пошли, уже пластиковый поддон. Там тоже на А6 рассказывал. Уже свои нюансы появились здесь. Если у вас 2012 года автомобиль, ну, конечно, самое главное, это минимальный пробег. И если она заменена, то есть потому что очень много автомобилей продается, где уже поршни заменены на Gen 3 модификацию. Показаны фотографии, документы, все доказательства приведены в объявлении о продаже. Такой автомобиль уже можно брать. И по сути, если устранить этот масложор, то проблем у автомобиля, вернее у двигателя, практически нет. Но не нужно путать 1.8 и 2.0. На 1.8 другие поршни, другие кольца установлены здесь. Масложор есть, но он умеренный. Не так прогрессирует, как на 1.8. Плюс здесь есть система AVS. Это изменение открытия впускных клапанов. А на 1.8 такой системы нет. Все равно есть много разных мелких отличий от 1.8. По двигателям был 1.8, брат 2-литровый, но не брат-близнец.
3-литровый FSI с непосредственным впрыском, алюминиевым блоком. Я рассказывал на А6C6, лучше этот двигатель обойти. И расход топлива большой, и алюминиевые блоки, быстрее задиры, масложоры, лучше его обойти. 2-литровый дизель Я189, 188 с насос с форсунками ушли в историю вместе с B7 Audi. Здесь уже Common Rail, 2-литровый дизель, 140 либо 170 сил. Как у меня на B6 плейлист по нему я оставлю. Кому интересно, можете посмотреть историю эксплуатации 2-литрового. В целом хороший надежный мотор. Конечно же, все зависит от обслуживания и от пробега. Но по 300-400 тысяч ходит они спокойно. По 2.7 и 3.0 V6 дизельные, тоже отличные двигатели, надежные, но, как я снимал А6C6, замена ГРМ, там 4 цепи в ГРМ стоила 1800 на тот момент, это было начало 2022 года, февраль. Сейчас же это будет в районе 2100, 2200, наверное, потому что все же тяжелее найти запчасти, и они будут подороже в целом. Расходники примерно не так сильно подорожали, а вот уже детали двигателя, опоры, те же цепи, комплект ГРМа, уже детали там двигателя, коробки, это все же подорожало посильнее, чем простые расходники, там масла, фильтра, прокладки. Поэтому, если все же покупать, лучше 2-литровый дизель, либо 1.8, 2.0, но сменно-поршневой, либо уже конца 11 и 12 год. Но все равно нужно понимать подсознательно, что расход масла все же будет. А по коробкам все просто. Quattro, Tiptronic. 6-ступенчатый автомат, старый, добрый, надежный, понятный всем. Но, разумеется, бублик от большого пробега, от ярости своего владельца, как он любит отжигать, все же будет просить замены в скором будущем, если редко меняете масло, а то и вообще не знаете об этой процедуре. Вжаривайте на машине, конечно, это потребует, но это не так коробка опасна, как вариатор Multitronic. На переднем приводе шли мультитроники, поэтому на переднем приводе с 2 педалями я машину не рекомендую брать. Все зависит, конечно, от вас. Хотя, может, у кого-то есть Вася, знакомый, который сделает, вам ее хватит, может там на 20, на 30 тысяч, а потом снова вам сделает по-братски, по-дружески. Это уже, конечно, индивидуальные подходы и отдельные случаи, но в целом лучше вариатор обойти. Механика все равно рассчитывайте на замену сцепления, либо проверяйте, торгуйтесь, потому что сцепление, конечно же, не дешевое. S-Tronic хорошо диагностируется, износ сцепления, все это видно и понятно, но опять же нужно со всей ответственностью к этому подходить, проверять, потому что тоже замена сцеплений, адаптации, если вы сами этим не занимаетесь и у вас нет знакомых, нужно ехать в сервис, это не очень-то и дешево. Конечно, это не 4.0 TFSI с большим расходом, с более дорогим обслуживанием, потому что 8 горшков, но и не дешево большинство автомобилистов. Конечно, но это не Solaris, это автомобиль премиальной марки. Этот автомобиль стал переломным в истории ВАГа в том плане, что атмосферные олдскульные двигатели начали уходить, и турбоверсия окончательно уже пришла именно в этом поколении. Я о чем? То, что на S5, на A4, также S4, 4.2 V8 начали уходить уже. Они были здесь, но уже сменялись 3-литровыми компрессорными двигателями. Автомобили застали и то, но на этом автомобиле осуществился уже переход, окончательный переход уже к турбодвигателям. Уже атмосферники ушли в историю. Вот мы в салоне, но по дизайну опять, как я снимал на А5, если сесть в А4, одно и то же, да. Действительно, если ты садишься в А5 и в А4, то по салону, по дизайну, ты не понимаешь, куда ты попал. Если только А5 не купеха, как у нас была, либо лифтбэк. Там уже понятно немного по дверям, потому что здесь рамочные двери, уже понимаешь, что здесь рамка, а не голостекло, как на А5. Но, тем не менее, дизайн красивый, удачный, современный на тот момент. Я не знаю, у BMW, по-моему, не так. Все же смотрится современно, но не так. Вкусовая гамма менее сохраняется. У Mercedes там вообще все по-стариковски, а вот у BMW все же, но не так приятно. Но это ВАГ, это лучше, по-любому. Материалы, может, не такие качественные, как на Audi A8, потому что именно на этом поколении уже начались жалобы на скрипы, сверчки в салоне. До этого, как правило, этого всего не было, все было классно. Но у нас 181 467 километров родного пробега, потому что автомобиль искался, подбирался для себя, а не перепродажу там или на пофиг не покупался.
Здесь такого еще нет. Конечно, отделка по дереву, все красиво, надпись Quattro, самое главное, что на кватрухе ездите. Классика Vago, светлая кожа, что не может не радовать, это всегда дорого-богато. Но светлая кожа, конечно, первее пачкается, чем темная, сразу видно на ней. Затертости, порванности какие-то с возрастом возникают. Но опять же с пробегом. На этом пробеге еще все свежо и шикарно. Конечно, ручка и руль уже немного блестят, но что касается сидений, дверных карт, все просто шикарно. Все равно еще качество в тот момент было, и не так все на ощупь. Это не кожзам дешевый, как сейчас на многих современных автомобилях дешманят. Но хотя в X-Trail мне кожа понравилась. Там все равно хорошая. Да, это не там Mercedes, BMW, не Bentley, но там кожа все равно достойного еще качества. По рулю переключение радиостанции и треков, управление громкостью аудиосистемы, громкая связь, бортовое меню еще классическое ваговское, наличие дворников. Есть круиз, но не активный, он не остановится перед впереди идущим автомобилем, нужно самостоятельно держать дистанцию. Мультимедиа еще того времени не MMI, которая уже была на C7, в 2012 году, в 2013 C7, на A7, где уже более классическая, понятная, более современная MMI нет, но разобраться можно. У нас америкос, поэтому здесь и мили, и километры. Конечно, управление аудиосистемой, вот MMI-кой, телефон, информация по автомобилю, переключение треков. Управление климатом тоже классическое, хотя к крутелкам привыкну, тут легко тоже можно быстро разобраться. Направление потоков воздуха. У нас подогревы передних сидений, вентиляции нету, к сожалению, но уже есть подогревы хорошо. Но недостаток, нет подогрева руля. Электроручник, то что все боятся, уже на B8 пошел электроручник. Два подстаканника, ниша для телефона, айфона. iPhone поместится. Уже тогда знали, что будут iPhone, и по длине iPhone поместится. Подлокотник, может, не такой широкий, длинный, как у других автомобилей, но выдвижной, это очень радует. Ниша не глубокая, но достаточно объемная. Сидеть здесь удобно. Все электрорегулировки, разумеется, ничего нету, никакого колхоза вручного. Все электронное. И здесь классика, центральный замок, все электростеклоподъемники, управление зеркалами, подогрев зеркал. Также есть кнопка открытия багажника. А самое главное, есть люк. По месту сзади у Passat, конечно, чуть больше, потому что здесь длиннее капот, здесь продольно более объемный двигатель устанавливались. Нету ниши для перевозки дальномерных вещей, что немного расстраивает. А так, все то же самое, как у того же Passat здесь. Розетка 12 вольт, ниша для каких-то ваших вещей. В более дорогих комплектациях здесь направление обдувом. Над головой место есть. В5 потолок ниже примерно на 3 сантиметра, поэтому она уже расчесывает тебя подъезжа. Но здесь еще запас пространства есть. Автомобиль бодренький, чуть-чуть дотрагиваюсь до педали, сразу уже готов рвать. А на холостых, вот в драйве, не дотрагиваясь до педали газа, можно спокойно, медленно ехать, не боясь. Но при легком нажатии всегда автомобиль может нормально ускориться, выстрелить вот с места до 40 км в час. Разогнался, класс. Вот спереди Audi A6 C6 2.7 V6. Ну, если верить шильдику на крышке багажника. Судя по фонарям, рестовая. То же самое можно вот найти и такой автомобиль. Они, конечно, более редкие с 2.7, но опять же сажевый EGR. Ну, турбины у всех турбодвигатель, когда турбину нужно на реставрацию отдавать, на восстановление, потому что масло начинает кидать, конечно, с пробегом, с износом. Но вот замена ГРМа цепного, там все же 4 цепи, это в районе $2000 даже больше обойдется. Плюс сколько еще за работу возьмут. А самое главное, найти нормальный сервис, чтобы не пришлось переделывать за ними, за криворукими, потому что возникла история с дизельным V6. Я думаю, позже на канале о ней расскажем и покажем, что и как. Но приятно ехать на свежем, неубитом, относительно свежем, неубитом автомобиле.
Щелкает, за 3,5 раскрутил, щелкает уже до 2,5. Сейчас он 1800, переключает быстро, непринужденно, очень даже неплохо все. Самое главное не забыть про двушкальный спидометр, потому что я смотрю на мили, а километраж уже гораздо больше, чем разрешена. Но тем не менее ускоряется вообще на глазах классно. Вот 3,5 и начинает переключаться. 2800 до 3 идет, 3200, потом переключает на следующую, до 2,5 скидывает. Ну, отличная динамика, кватруха. Ну, что еще говорить, ВАГ, здесь круто. Шумоизоляция классно, конечно, будет зависеть еще от шин, потому что шум еще шины добавляют. По салону ни скрипа, ни сверчка, все прекрасно, динамика отличная. Ну, отличный ВАГ тех лет, что еще здесь можно добавить, что сказать. Кожа отличная на вид, приятная на ощупь, не самая дорогая, не самая топовая, но не самый дешман. Ну, едешь, наслаждаешься, приятно. Я не знаю, что еще здесь можно сказать. Там расход, ну, средний расход 12 показывает. Ну, конечно, 12, может, такого, как у меня, на 12 расходовать не будет. Там, может, 14-15, как у многих. Но Quattro 211 сил. Ну, 15, может, я загнул, но 12 я не думаю, что вы влезете в такой расход. Ну, с моим сильным. Если, конечно, 40-60, так вот, не дотрагиваясь до педали газа, ехать, на круизе гнать, 40-60 в эконом режиме, 1800 держать, то, конечно, вы впишетесь во все нормы. Конечно, от города зависит. У нас больше прямых, больше есть возможность ехать на круизе, меньше перекрестков, меньше этих закоулков, то есть едете уже с большей скоростью. Соответственно, потому что неоднократно возникали споры с подписчиками. Тоже, я на такой-то машине, почему ты врешь? Они уже в городах-миллионниках, там парни с России, либо вот нас, минские ребята, то есть уже тоже от манеры езды, от стиля езды, опять же от количества пробок в городе. Расход напрямую зависит, прямо пропорционально. Вот бодро, 20 км в час уже с места. Но в любом случае, на таком, там, где уже больше 200 сил, нужно ездить на двух ногах. В том плане, что левая нога всегда на тормозе, правая на газе. Что в любой момент успеть тормозиться. Ну, больше 3,5 она и не крутила, хотя я не топлю тапку в пол. И я еду сейчас в драйве, она в драйве очень хорошо подкидывает. Не говоря про спорт, сейчас в спорт режим перейдем. Руль очень такой плотный, понятный и адаптивный под вас, потому что все равно многих автомобилей, даже современных, вот с электроусилителем, руль такой же легкий, примерно остается на сотни после 100 км в час. Здесь все равно он такой плотненький, он не тяжелый, он плотный. И при росте скорости, ну, более тяжелее его крутить. Это, конечно, правильно с точки зрения безопасности, когда вы уже прете 150 по 200 и с одной полосы легкое отклонение руля, и вы в другую полосу улетаете, так можно и разбиться. Поэтому, конечно, в плане безопасности здесь тоже поработали над автомобилем. Здесь 10 подушек. Ну и, конечно, жесткость кузова выше, чем у предшественника, как это принято. И по жесткости кузова это тоже один из самых крепких автомобилей в D-классе. В спорте, конечно, пуляет она быстрее, уже 24 километра или 23 я успел заметить. Стартанула. Но спорт уже не до 3,5 переключается, здесь уже 5-5,5, под 6, здесь уже повеселее автомобиль идет. Но достаточно его динамики для города и в драйве. В драйве он тоже нехило подкидывает, быстро передачей переключается. Здесь прекрасно на ней ехать, весело. Можно вести одной рукой. Но автомобиль обслужен, не убит, не добит, его не тянет в сторону. Я двумя пальцами руль поддерживаю. Конечно, вот эти стыки машина чувствует, но 16 резина 225 на 55, 16 баллон, она тоже, конечно же, мягкости придает, потому что на 17-18 катках здесь там были бы уже удары, как на рельсах, машина уже подпрыгивала бы, как отбойный молоток работала бы. Так, конечно, мягче и комфортнее, и, соответственно, приятнее. Ну, байкера, конечно, мы не обгоним, но это не байк, но
Это, по-моему, отечественный даже мотоцикл. У нас нет рейс-лоджика, нету, конечно, идеальных условий для разгона, но я думаю, этот автомобиль должен показать свои заводские показатели, ну, около заводских показателей динамики разгона. Там, по-моему, около 6,8, ну, около 7, там, 6,7, по-моему, разгон до 100 у них, я точно не помню. Жор масла здесь минимален. Нигде ничего, никаких запотеваний. И береза прилипла к Peugeot. Нету воя подшипников, нету гула, нету вибрации на руле. Машину никуда не тянет. Ехать приятно. Конечно, опять же, все зависит от состояния автомобиля. Потому что можно взять полные упилки, труп по низу рынка и говорить, что у вас тоже А4. Но полностью работоспособная и в хорошем состоянии А4 совершенно противоположность другой, потому что как начинают, и тоже я сейчас знаю, начнут писать в комментах: да они все убиты, да они жрут масло ведрами, да что ты тут заливаешь, все. Я не собираюсь никого разубеждать, и единственное, что, опять же, можно поршневую заменить, если так боитесь жора масла, можно торговаться на это, можно искать автомобиль с замененной поршневой, уже Gen 3 модификации. И, разумеется, с максимально минимальным пробегом, насколько это возможно, среди всех предлагаемых вариантов на рынке. Насчет коробки, конечно, переключений я не замечаю. Я чувствую, что коробка переключилась, но это не происходит достаточно быстро, это не затягивается. И насчет коробок, опять же, как я сказал, вариатор не рекомендую. А типтроники, даже и на механике рекомендую масло поменять, потому что вот очень часто тоже снимал несколько тоже до этого автомобилей. Люди все говорят, что даже слив-залив, частичная замена, по-моему, на Volvo. Владелец поменял там 12 литров масла в коробку, полный объем коробки, масляный объем. Заменил 4,5 литра, говорит, на 20 тысяч забыл. Толчки вот эти на переключениях прошли. Ушли, их не было. 20-25 тысяч, я, говорит, на этот пробег про прорывки, толчки забыл. Поэтому все равно замена масла в коробке, автомобиль вам ничего плохого не скажет. Он будет не против. Отличная управляемость, отличные тормоза, нет никаких люфтов, никакого постороннего шума, никакие ступичные подшипники не гудят, нет никакого воя. Ну, прекрасно, можно здесь нарезать круги. Но за что я люблю ВАК, это за их эти тормоза, отличные тормоза. Прям автомобиль готов мне нос разбить об руль, но остановиться уже как в последний раз. И каждый раз такое торможение отличное. Не дают нам разогнаться, но 130 она кладет очень быстро и весело. Приятно ехать на автомобиле, и Mercedes очень поздно уже сообразил. Но, конечно, это все красиво, классно, круто, но возвращаясь к реалиям, нужно понимать, что автомобиль в таком состоянии, с таким пробегом, даже вот дорестовый, как у нас, 2008-2009 года, сейчас они будут стоить в таком состоянии, но не меньше 12. Все равно. Это круто, классно, но цены, конечно же, кусаются. Для многих автомобиль достоин этих денег, он этого стоит. Кому не принципиально, есть Шкоды тоже, 1.8 TFSI, тоже отлично пуляет, хорошо. В итоге автомобиль красивый, мягкий, комфортный, динамичный. Что самое главное, все равно привлекает своим внешним видом внимание окружающих, потому что все равно это Audi. Вам не нужно ничего доказывать. Когда вы едете на другой марке, на той же Шкоде, вы можете сказать, что да, у нее такой же 1.8 TFSI. Я 150 раз уже в своих обзорах повторил то, что 1.8 TFSI и здесь, и на Volkswagen, и на Шкоде, и на Seat, без разницы где. TFSI и TSI — это коммерческий ход.
Т это турбо, FSI это непосредственный впрыск. У всех этих двигателей на всех автомобилях. Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, у них всех непосредственный впрыск. И у них, у всех TFSI шильдик должен быть. TSI это коммерческий ход. Это везде TFSI. И когда вы ездите на Шкоде, может на Сиате, неплохие автомобили, не спорю, вам приходится якобы доказывать, что у вас такой же 1.8, тоже TFSI, такой же, как и у Audi установлен. Вы оправдываетесь, рассказываете. Когда у вас Audi с таким же двигателем, с такой же мощностью, вам ничего не нужно доказывать. Вы на Audi, все, вы в авторитете уже сразу же. Ну, конечно, всегда хочется самый топовый автомобиль, самой топовой комплектации. Но машина хороша собой, с относительно небольшим пробегом, заботливых, аккуратных руках. Конечно, сейчас будут споры в комментах, что они все жрут масло, поднимаешь капот, сразу тебе бутерброд с маслом. Да, это можно спорить, но в любом случае, при большом пробеге уже нет смысла спорить и оправдывать, когда уже ресурс весь вымотан. Когда ты садишься за руль и ездишь, когда ты сам садишься за руль и едешь на автомобиль, ты наслаждаешься, тебе нравится комфорт, ты уже готов потратить подсознательно эти деньги, особенно когда ты едешь на кватро. В общем, не буду сворачивать на второй круг. Долгая тема разговора. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на канал. Счастливо!